Старинный буковинский город Хатин известен своей историей, где есть место славным победам и печальным поражениям. Здесь происходили крупные сражения и велись ожесточенные войны за право владеть этой землей. И свидетелем этих исторических событий уже несколько столетий является Хатинская крепость, одно из 7 чудес Украины. Хатинская крепость была построена на месте деревянного форта, возведенного еще в X веке Владимиром Великим. Приказ о постройке каменного сооружения был отдан королем Данилой Галицким, который понимал, что Хатинская земля – это лакомый кусочек, отхватить который желают польские короли, турецкие султаны и молдавские князья, и нужно укреплять позиции. Слева замок защищали 5 ворот – Ясский, Русский, Бендерский, Подольский и Каменецкий, а справа над водами могучего Днестра глубокий ров с земляным валом, на месте которого со временем возвели мощные стены артиллерийского бастиона. За свою долгую историю самый могущественный в Восточной Европе форт не раз становился причиной ожесточенных боев. Чтобы попасть на территорию внутреннего замка, нужно было преодолеть подъемный мост, переброшенный через ров шириной 6 метров. Пока враг пытался перейти по мосту, сверху на него летели копья, стрелы, сыпались камни и лилась горячая смола. Спасаясь от смерти, нападавшие бежали ко второму мосту, где их ждала еще одна ловушка. Мост был смазан жиром и с помощью механического устройства проваливался, в результате чего враги летели в ров с копьями. Благодаря Хатинской крепости в 1621 году была остановлена османская экспансия на запад, что спасло Европу от владычества турков. В тот год под командованием Петра Сагайдачного украинцам и полякам удалось разгромить в Хатинской битве многочисленную армию султана Османа II. В 1673 году под Хатином король Ян III Собеский вместе с польско-украинско-молдавским войском вновь разбил турков. На этом история знаменательных битв в крепости не закончилась. Немало других кровавых сражений состоялись под ее стенами. В 15 веке под эгидой Молдавского княжества велись самые крупные в истории форта реконструкционные работы. Воевода Стефан Великий приказал укрепить и возвести стену высотой 40 метров и толщиной 6 метров. Именно в этот период на стенах замка появились необычные христианские узоры – вавилоны – символы мудрости и голгофы – символы Святой горы. Считалось, что иероглифы обладали магической силой, которая и помогала крепости выстоять в боях. Замок был оснащен водопроводом и канализацией. Вода подавалась к жилым помещениям по керамическим трубам из колодца. В силу того, что Хатинская крепость стояла на горе, его глубина составляла 62 метра. В XVIII веке, когда Хатинская крепость была во власти турков, замковый комплекс дополнился новым оборонительным сооружением – валом с бастионами и въездными башнями и минаретом, башней при мечети, с которой призывают на молитву. Рассказывают, что в одном из подвалов крепости содержался гарем из 30 девушек. Но это не единственная легенда, которая витает над замком. На протяжении нескольких веков на одной из стен замка проступает влажное пятно. По одной из версий пятно образовалось после того, как там был замурован человек. Вторая версия утверждает, что это слезы погибшей девушки. А современные историки дают этому более прагматичные объяснения, считая, что пятно образовано олифой. Внутри одной из башен сохранилась тогдашняя камера пыток с жуткими и одновременно интересными экспонатами.
которые на то время применяли для получения нужной информации у пленников. Внутри башен можно увидеть и другие интересные экспонаты, отреставрированные осадные орудия, катапульты и тараны. В 1918-1944 годы значатся, когда Хотинской крепостью занимались румынские короли. А уже после окончания Второй мировой войны Хотин входит в состав УССР. Хотинский замок полюбился кинематографистам, поэтому его можно увидеть в таких известных фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Тарас Бульба», «Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Черная долина», «Захар Беркут», «Гадюка» и многих других. В 2000 году крепость получила статус одного из 7 чудес Украины и стала государственным историко-архитектурным заповедником. В 1991 году на холме, это передняя часть от входа в крепость, Бендерские ворота, был возведен памятник предводителю казацкого войска Петру Сагайдачному. Построили памятник в честь 470-й годовщины битвы под Хотином, в котором участвовало казацкое войско во главе с гетманом Сагайдачным. Внутренняя часть Хотинского замка разделена на 2 части – южную и северную. Южная, так называемый двор воинов, находится у входа в крепость. К этой части можно отнести колодец глубиной 65 метров, часовню, корпус с казармами и подвалы для оружия. Между Северной башней и Комендантским дворцом – северная часть, так называемый Комендантский двор. Интересно, что неподалеку Хотинского замка был найден клад в виде различных монет родом из Тюрингии, Саксонии, Чехии и Венгрии. К сожалению, большинство монет сегодня находится в Санкт-Петербурге. На территории крепости регулярно проводятся средневековые фестивали. Например, «Битва наций» и «Средневековый Хотин». Крепость в Хотине является одной из самых замечательных историко-архитектурных наследий Украины. Каменные стены Хотинской крепости ярко передают исторические события древности, ведь замок был ключевым стратегическим сооружением во многих решающих сражениях.